Ребята, я просто толстая, и щеки у меня большие. И я была вообще лучшей четверкой, черт возьми, в СНГ. Что маємо, то маємо. Всем привет, друзья! С вами Not in My House. На этом The International мы решили объединить усилия с нашим другом Марфом в хорошо известных вам и новых форматах. Что из этого получилось? Давайте посмотрим. Всем привет, меня зовут Яна Бетру, мы на International, и сегодня я буду отвечать на вопросы с Гугла. Итак, первый вопрос. Сильно начали так сразу меня дезморалить. Яна Бетру, кто это? Ну, это я, собственно. Что вам рассказать обо мне? Красивая, умная, талантливая, по словам моих родителей. От себя могу добавить, что это все неправда. Если вы меня не знаете, то я занимаюсь видеопроизводством. Представляете, какое слово? Я делаю контент для Нави, это интервью, влоги всякие. В общем, все видео, которое есть в Нави, практически по дота-части, делаю я, ну, еще тоже несколько людей. Вот. Это мой хлеб, как бы, ну, you know. Ну что, я открываю вторую. Так. Что это? На самом деле, если вбить там хэштеги Б-двору или просто вбить в поиске, выбивает какую-то рандомщину, вообще непонятно что, но можно сказать, почему-то я подумала о том, что можно рассказать, как ник этот создался. Б-двору — это Бетру, и сокращенно от Be True, типа будь собой, будь настоящим, будь правдивым, но как-то получилось так, что я сократила вот так, и не самое лучшее сокращение, потому что все думают, что это Б2, а потом еще РУ, ну, в общем, що маємо, то маємо, як кажуть на Украине. Так, поехали дальше. Сколько лет? О, мне уже много, уже неприлично говорить. Мне, знаете сколько? 27. Да, 27. Так что я old, мне уже в доту играть все уже, понимаете, пенсия и все такое. Поэтому я почти не играю. Но только на баратруме бегаю. Так, давайте дальше. Марпл, Бетру, кто красивее? Серьезно, гуглят такое? Кто побеждает, скажите? Кто побеждает? Но у нас часто с Машей, я там захожу на канал Virtus.pro, читаю, о, там, это Бетру на минималках или максималках, ну и наоборот, или кто это, дайте Бетру, ну, в общем, нас постоянно сравнивают, в принципе, ну, нормально, вот, кто красивее, ну, не знаю, вот Маша приедет, надо будет устроить какой-то батл, кто красивее, все такое. Конкурс красоты. Ну, мужской, конечно, конкурс красоты среди дотеров будет интереснее посмотреть, чем наш. Итак, продолжаем. Бетру, 3 точки, это Virtus.pro. Да, кто не знает, я вообще начинала свою карьеру медийную с Virtus.pro. Мы сначала играли с женской командой, и я была дотершей, и я была вообще лучшей четверкой, черт возьми, в СНГ. Но потом потом я начала стримить, начала ездить на турниры, делать какие-то интервьюшки, потом мы сделали фильм об Арстайле, потом меня пригласили в Нави, в общем, пошло-поехало. Но изначально Virtus.pro, Медведи, это вот было все мое родное. Везде успела побывать. Так. Рост. Что-то вы все по-больному, да, по-больному. Я хоббит. Во мне 160 сантиметров. Да. Я небольшая, но ничего. Маленькая да удаленькая. Давайте дальше. Бетру горячие фото. А вообще есть там в интернете горячие фото? По-моему, были парочку там в белье. Но, что могу сказать, наверное... Ну, я надеюсь, что они там горячие есть, но не сильно. Фоток моих пока что никто не сливал, там, знаете, голые, там, и все такое. У меня есть несколько фотографий там с фотосессий, где я, там, может, в нижнем белье, где, ну, что-то сама себя, наверное, сфоткала, но каких-то слитых нет. Но я не особо, я человек довольно аккуратный и не особо там держу все эти фотографии, понимаете? Потому что будет потом неловко, если кто-то где-то случайно или не случайно, а специально
сольет. Ну, может, просто и посмотреть не на что. В принципе, тоже такое может быть. Битру вышла замуж. Это правда, да. Колечко вот здесь. Я замужем уже 2 года. Год. Да, год. Вот, так что мы счастливая пара. Я, Игорь Бэтплея, контент-мейкеры. Он, кстати, здесь Игорь. Да, бегает тут где-то. Так что вот такие истории. Ну, как-то не очень пока, мне кажется, интересно у нас получается, но прощаются. Серьезно? Это гуглят? Прощается с Дэнди. Но когда Даня ушел из Нави, для меня это было очень грустно, потому что, ну, блин, ну вы сами понимаете, это целая эпоха, и мне всегда было с ним классно работать, он хороший друг, и мне так трогательно. Я записала видео в Инстаграме, где говорю: Данька, мол, хей, ты давай там не плашай, но не выдержала и расплакалась. Вот такая я, как это, драматичная персона. Или нет, не драматичная, а меланхоличная, скажем так. Эмоциональная, да, импульсивная. Он как отреагировал? Даня, ну, его семья отреагировала очень хорошо, там, сестра, мы с ней там общаемся иногда, и, конечно, им было приятно. Насчет Даньки я не помню уже, если честно, но думаю, что ему тоже было приятно. Он такой скромный вот человек. Ну, да, я тогда расплакалась и подумала: да, выложу, да ладно, а что? Вот, ну, в целом... Да, для меня всегда, когда игроки уходят, когда хорошие, там, когда приходится прощаться, потому что там замены и все такое, всегда оно дается так, конечно, тяжеловато. Я понимаю, конечно, что это спорт, что, ну, тут, как это, хороший человек не профессия, вот, но, тем не менее, всегда сложно прощаться. Ладно. Битру, журнал «Максим». У меня, кстати, нет, по-моему, нет в журнале «Максим». А есть? Может, есть, не знаю. Помнишь? Ну нет, я не фотографировалась для журналов. Хорошо, предлагали? Было предложение еще несколько лет назад сфотографироваться, но там как-то не дошло оно на моменте там обсуждения, или там же просто так не печатают в журнале, там за деньги печатаешься, что-то такое. Там, может, какие-то там звезд печатают, ну, просто так, и им еще платят. Но если бы я печаталась, то это, скорее всего, надо было мне платить. Вот, ну, обсуждались, да, какие-то были переговоры, я уже не помню даже, чем это закончилось. А что-то еще хотела сказать, забыла. Нет, единственный раз, когда я связывалась с журналами, это я недавно давала интервью «Космополитен» про женский киберспорт. Вот. Но там ничего такого максимного совершенно не было. Ну что, поехали, последняя, финалочка. Беременна. Ребята, я просто толстая, и щеки у меня большие. Нет, я не беременна. Но если я забеременею, я вам об этом не расскажу все равно. В целом. Ну, все. Но интересно было о себе что-то новое узнать. И в Максиме снялась, и беременная, и там горячие снимки тоже есть. Вот. Спасибо, ребят, что гуглите. Да, наверное, они все загуглили вот это все, а потом поняли, что там не густо, и разочаровались во мне. Вот такая вот жизнь, ребят, привыкайте.